Утром мы встретили в тайге с замечательным завтраком. И с отвратительным настроением, блядь. Мы Что пробиться такое? не можем. Что случилось, Руслан? Что случилось? Давай, Мы не расскажи можем подробно. пробиться. Идите Почему? в жопу. Не хочу я с вами разговаривать. Потому Раска- что мы не можем пробиться. Ну что, Потому в чем мы- проблема-то? Потому что мы встали, мы в тупую встали, мы не можем ни взад, ни вперед. Мы застряли. Две машины стоят колом. Мы будем пробовать дальше. Ну, естественно, мы будем пробовать. Почему, Мы лохи будем позорные, копаться. Что будет? Лохи позорные, что ли? Нет? Лохи позорные, это волки позорные. Ну, медведи. Мне написаны дверцы, медведи, волки. Я просто смотрящий. Я смотрю и вижу две машины. Вот стоит одна машина, медведи. И оба лохи. И вот, и, блядь, ни одна команда, ни другая сдвинуться с места не может. И какой вывод? Абонент находится в зоне действия сети. Наверное, там они вообще изнервничались. Команды переночевали и утром вышли из снежного плена и решили одеть полухода. Полухода – конструкция, представляющая собой тип бусок. Перед их установкой в автошинах стравливается давление, раскладывается полухода, и на спущенных баллонах транспорт наезжает на так называемые гуски. Затем, когда Урал колесами заедет на полухода, данная конструкция соединяется. Нам в комментариях некоторые пользователи, которые, может быть, ходили по зимникам, есть и диванные эксперты, пишут, что зачем лезть в снег, когда можно спокойно идти по зимнику. Дорогие друзья, этот проект не проехаться по дороге даже зимнику. Это авторалли, где есть задачи не просто пройти по дороге, а также следовать по заданному маршруту, который был обговорен в штабе на совместном заседании. Сделано это по нескольким причинам. Первое. Так как это первый сезон и участвуют только две команды, было принято решение тестировать, в том числе и сокращение маршрута по бездорожью. Второе. Опять-таки две команды. Это первый сезон. И тупо проехаться по дороге было бы не так зрелищно. И не было бы такого экшена и адреналина. Команды работают слаженно, каждый на своем месте, без суеты, делает свое дело. И очень скоро ставят Урал на ход. На данном этапе команды объединились. Полухода одели волки, медведи будут следовать за ними. В случае увязания в снегу волки будут брать медведей на буксир и проходить заданный маршрут по снежной пустыне. Шины приводят в нормальное давление. Тем самым автошины дают натяжку полуходам.
Урал становится намного проходимее, преодолевая мыслимые и немыслимые препятствия в виде снега, наста, грязи. Вот так из танка получаем вездеход. Команды готовы, вышли в снежную пустыню. Сейчас будут идти вместе. Если медведи будут отставать, волки будут их брать на буксир. Волки идут впереди, за ними следуют медведи. Команды пробираются через лес. Командам нужно преодолеть километр, обойти пару сопок, потом выйти на зимник, и там опять начнется ралли. А кто быстрее придет к концу дня или к концу следующего дня, будут подводиться промежуточные итоги. Волки пробирались через чащу, и ствол дерева попал под решетку. Вроде ничего страшного, радиатор не пробит. Приходится рубить топором, чтобы вытащить корягу. Перед нами река, мы сейчас будем идти по ней какое-то время и потом завернем куда-то направо. Сложность в том, что сверху снежный наст, под настом рыхлый снег. Из-за того, что идет оттепель, снег превращается в гранулы, и очень сложно штурмовать преграды. Приходится пробивать метр за метром, отходить назад и с разгона опять пробивать снежный мост. Команды приближаются к реке. Затонуть такой угрозы пока нет, потому что лед еще держит, но нужно торопиться, так как оттепель наступает очень быстро. Медведи без полуходов, даже следуя за волками, вязнут в снегу. Отрезок очень сложный, команды работают слаженно. Приняли решение
решение вставать в сцепку, следовать совместно. Таким образом, команды выйдут на зимник и оттуда будут дальше вести борьбу. Напомним, маршрут продолжен до поселка Билибино туда и обратно до Магадана. Общий километраж составляет около 3200 километров. Команды подошли под очередную гору, и за каменной грядой еще нужно было следовать по реке, чтобы дойти до зимника. Удивляешься величию этой красоты. Был октябрь месяц, и мы решили устроить зимовье. Перезимовать, потому что забереги – это когда лед по кромке реки накапливается, но забраться очень сложно, нужно ждать, когда встанет лед. И вот мы стали зимовать. Ну и, конечно, каждый топил печь. У каждого было дежурство, я тогда был молодой, выпало мое дежурство. Я ночь продежурил, топил усердно. Ну и настала очередь дежурства одному деду. И я лежу, сплю, просыпаюсь от того, что мне жутко холодно. Поворачиваюсь на этого деда, он как в берлоге. Накрылся всякими одеялами, ватными, бушлатами и так далее. И как в берлоге храпит. Я смотрю на печь и понимаю, что он недавно закинул дровишки, потому что там огонек тлеет. Он вот сейчас вот займется огонь и будет тепло. Ну я опять уснул, провалился в сон и опять проснулся от дикого холода. Думаю, да что ж такое? А так как человек с просонья, он время потерял, но я подумал, что я буквально спал там чуть-чуть. Поэтому, глядя на огонек, который опять-таки тлеет в этой печи, я понимал, что сейчас еще немножко, и опять и вот сейчас дровишки возьмутся огнем, и будет тепло. Я опять провалился в сон. Прошло какое-то время, не знаю сколько. Я проснулся опять от дикого холода, уже, ну все, уже у меня нервы не выдерживали, потому что я понимал, что я замерзаю. Ну и что вы думаете? Я подошел к печи, открываю, а там, сука, свечка стоит. И я выбежал к дровнику, взял дрын, а дед уже не спал. Он прекрасно понимал, что может быть. Я хочу обратиться в международные компании в следующих сезонах, принять участие в нашем авторалли «Выжить и не сломаться». Кстати, мы можем вам предоставить своих пилотов, которые знают местность, знают, как работать и какие могут быть условия. Милости просим к нам на Колыму.